Вот, ребята, обратите внимание на то, как он употребляет в речи уменьшительно-ласкательные суффиксы. Как вы думаете, что бы это могло значить? Перед тем, как запить водичкой. Сейчас аспиринчик найду. Куда-то тут я выложил его вчера. Вот он, аспиринчик. Вот аспиринчик, да. Сейчас 4 таблеточки мы съедим. Таблеточки. Яичко тебе сейчас приготовить? Вот, Вита, яичко попробуй. Давай коврочек. Мамуля, открывай ротик, пожалуйста. Чайная ложечка, ты совсем немного. Давай яичко. Давай, мамуля. Опа, 3-я ложечка. Опа, 4-я ложечка. И накричу вот сюда, вот на этой гладик себе на всякий случай, для профилактики. Вот так. Вот. Божечек вот твой на гладик положил. Вот мы, порывшись на разного рода сайтах по психологии, почитав различных психотерапевтов, пришли к выводу, что, оказывается, эти люди, это вот одно большое замечание, что это касается конкретно мужчин. К женщинам как бы это не относится по ряду причин. Это вы можете, в принципе, в интернете сами найти. Так вот, эти люди имеют какие-то определенные комплексы. Они, скажем так, хотят казаться хорошими, скрывая при этом некую какую-то правду. То есть, одним словом, такие люди имеют какой-то комплекс неполноценности. Еще хочу добавить, у этих людей слабая нервная система и скрытая агрессия. Человек сам должен себя воспитывать в основном, иначе без толку все. Понятно, да? Вот ваша социум-политика, это насилие моральное над детьми, это меня совершенно не устраивает. Ладно, вот я достаточно самостоятельный человек, я в конце концов отошел от вашей, так сказать, поработал с собой, какой-то добился в отношении себя самого, так? А другого вы просто сдавили таким способом, навязывая свои капризы все время. Причем истерично совершенно навязывая. С истерикой начиная требовать чего-то конкретного. Почему всегда в самом плохом подозреваете своих близких? Люди вот самых паскудных своих близких отмывают, несмотря на что. А вы даже в том положении, когда человек абсолютно ничем не заказан, начинаете с положения только о том подозрении к нему. А также еще много разных причин, которые также подтверждают психические проблемы у человека. Хотим еще обратить ваше внимание на то, что этот доктор Николай Владимирович жил в своем детстве, когда ему было 6 лет, в Западной Украине. В 45 году это было. Помню, как мы с этой Женей за ручку шли там по городу, Бреславу. И мимо нас промаршировала рота милиционеров, так? И потом тревога, погоня. Они устроили, сейчас, оказывается, были приоритеты бендеровцы. Представляешь, нет? Вот такой случай даже помню. Нет, мамаша. А я не могу изобразить ту местность. Прикопавскую местность, сад, в котором мы рвали груши, яблоки с Игорем. Это я никак не могу выразить. Я могу нарисовать и сейчас показать панораму города Хуста, Борислава, Дрогобыча, пожалуйста. Да. Дело в том, что когда мы приходили в его домик и делали ЭГФ, Ссылочку на это видео мы оставим в описании под роликом. да. Так вот, когда мы делали ЭГФ,
после, при разборе, мы услышали такую фразу: «В Черепашинце хочу». Но в то время мы даже не понимали, о чем речь, и что это за слово такое «черепашинцы» или «черепашницы». Так вот, чтобы узнать значение этого слова и вообще существует ли оно, нам пришлось прибегнуть к помощи Гугла. И вот загуглив, каково же наше было удивление, что такое слово существует. Это оказался город в Украине, некие украинские Мальдивы. Удивлению нашему не было предела после того, как мы после разбора аудиозаписей выяснилось, что доктор, жил он рядом с этим городом, где-то километрах в 300 от него. И вы знаете, я, наверное, даже не удивлюсь, если он туда действительно хотел. Но, скорее всего, как мы поняли по его рассказам, по письмам его матери, жили они, мягко говоря, скромно, и попасть на эти Мальдивы, видимо, у них не предоставлялось возможным. А желание, видимо, было. И оно каким-то способом отпечаталось на разборе ЭГФ. Я не знаю, каким образом. Вот скажите, друзья, ведь правда, вот это ЭГФ очень удивительная и интересная штука. ЭГФ и реальность, они ходят рядом. Совпадение? Я не думаю, что это совпадение. А вот теперь о самом главном. На аудиозаписях, которые мы еще и по сей день разбираем, естественно, такое количество аудиозаписей в один выпуск не выложишь, во-первых. Во-вторых, не все можно выложить, то, что мы нашли. А нашли мы компромат. Причем серьезный. Да. Николай Владимирович вел много дел, так как он был независимым адвокатом. Это были как гражданские дела, так и уголовные. Я сейчас 2 письма уже сочиняю, вообще сижу, ночами пишу эти вот письма. Я же ведь пишу коротко, как тебе известно. Да. Но так, чтобы каждая фраза была угрозой. Дело в том, что на этих кассетах звучат достаточно известные фамилии высокопоставленных людей. Говорится о том, какие преступления они совершали. Там были и убийства, и грабежи в особо крупных размерах. И на все на это у них есть доказательства. Проще говоря, у Новоселова и у его друга академика были собраны жесткие компроматы на очень серьезных людей оттуда. Которые наверняка еще живы и здоровы по сей день. И нам не хотелось бы рисковать своим здоровьем, а уж тем более жизнью, ради такого. И поэтому мы вставим самые красноречивые моменты этих компроматов. Вот я тебе скажи, они об Дубравной знают, они и про КГУ знают все. Да. Вот, мол, туда еще повесят КГУ Да. своим отчимом, Да. отцом. Да. Прямо это, да, вот это Коля обязательно добавь, потому что ты ведь помнишь, как ты сказал, когда сказал, у нее Харя сразу же вытянулась. Да, вытянулось. Она же понимает, чем это может закончиться. Ну что ты, это убийство. Это организация убийств, это организатор. Уже получается вообще больше любой организатор. Больше всех. Я удивился, но оказывается так, по ТВ прям А как же, больше всех получится? какие-то организаторы. Тут убийца сидит. Да. А эти люди были их клиентами. И за огромные деньги они могли и убить, и сгноить в тюрьме, и как следствие упечь в психушку навеки вечные. Угу. А ты скажи, что, мол, это ребята, они всех знают? Имеют доступ. Да, всех знают. И обещали оба. Да. Как будто ты с нами живем, что оба обещали, что курорта там Да. нет. Вот такой бизнес.
Только как такое могло произойти с Новоселовым, доктором, что после такой грандиозной карьеры он оказался в заброшенном домике, заброшенной психушке. Это очень странно. Да, это очень странно. Хотим сразу добавить, что эти аудиозаписи мы не можем выставить в открытый доступ. И так как мы уже сказали ранее, в этих аудиозаписях фигурируют фамилии очень серьезных и высокопоставленных людей. Итак, друзья, мы немножко переместились с улицы в помещение. Или нет? Мне кажется, мы в психушке. По-моему, тоже. Мы как-то неожиданно попали в психушку. Друзья, помимо всего того, что мы вам уже показали, среди вот этих записок, мы нашли очень жуткую вещь. Это было письмо. Письмо от одного человека, и как мы поняли потому что там написано, писал его ветеран Великой Отечественной войны. Но что там написано, честно говоря, нас повергло в ужас. Итак, внимание, сейчас мы вам его покажем. Председателю Народного фронта от ветерана Великой Отечественной войны. Вы пишете, а бумага терпит, а преступники зверски и варварски будут издеваться над народом, и особенно над тем, кто пишет и высказывает преступную деятельность чиновников, действующих под опекой высокого ранга начальства. Корреспондент газеты «Советская Татария» напечатал несколько статей с выявлением грубейших нарушений советского законодательства и человеческих прав, особенно ОКРП больницы. Казалось бы, все факты изложены, проверены, уточнены, изложены в печати, прокуратуре и следственным органам. На тарелке готовая манная каша с маслом. Бери ложку и кушай. Но не тут-то было. Круговая оборона занята с 1958 года современным сталинистом и брежневцем. В газете «Советская Татария» от 30.09.1988 года опубликована статья «Записки из дома мертвых». Коротко об основной преступности. Как-то вышел оттуда инвалид К. Да так и сгинул. Нашли его не скоро, аж под Бугульмой. Все, что осталось от инвалида Ивана К., лежало во рву. В прошлом году таким же манером вышел из интерната Валерий А. Того нашли через 5 дней, тоже мертвым. Точнее, не нашли, потому как никто и не думал искать, а случайно наткнулись на труп в чахлой посадке, расположенной в 2 шагах от интерната. Вчера вечером, 22.02, в 19 часов 10 минут, в комнату вошел Валентин Ф., работает сантехником, и ко мне сонный приставать стал, расцарапал мне шею. Скажу, что описанные в нем подробности вполне укладываются в рамки статьи 117 УК РСФСР «Изнасилование», особенно той части, где говорится об использовании беспомощного состояния потерпевшей. В прошлый раз по вине слесаря Валентина Ф. взорвалась котельная. Разжег он с утра топку и ушел по своим слесарным делам. Чего он будет зря у огня сидеть? Инвалиды угля набросают. Вот они и набросали. 2 бросавших уголь в топку инвалидов, 2 обиженных судьбой и людьми человек взрывом убило насмерть. Да так, что невозможно было разобрать, который из них Илья Ж., а который Иван Е. Как я уже сказал, Ф. в тот раз также получил в книге приказов строгий выговор. Ф. слесарь
муж главбуха интерната. 6-й труп. А так лапать хорошеньких инвалидов, как их тут промеж себя называют, может запросто войти в привычку. Был в интернате медик с такими же склонностями к нетактичному поведению. Так обеспечиваемую после пьяных его объятий увезли прямиком в больницу и сразу на операционный стол. Протрезвел медик и понял, что натворил. Удавился. И прямо не в интернат, а в мертвый дом. 7-й труп. В марте месяце прошлого года в интернат привезли не достигшую и 20 лет девушку. Юная ее душа с малых лет была погружена в сумерки. А так девушка, по словам медсестер, была здоровая и по-своему даже красивая. В марте ее привезли, а перед октябрьскими похоронили. Рука не поднимается описать, как все это случилось. Но придется ради других, чтобы была она последняя. Поволокли ее санитары мыться, посадили в ванную и пустили туда кипяток. Дальше рассказывать не могу. И так ее они изнасиловали, надругались, а потом ошпарили кипятком. Таня С., проживающая село Б, Татарстан, родители и сестра живут там. 10 трупов. Правда ли, спрашиваю Д., что 3 ваших медика и жена одного из них умерли с перепоя? Да, отвечает он совершенно спокойно и начинает перечислять всех пофамильно, загибая пальцы на правой руке. 10-е – это увечья. От чего у вас трудоинструктор сама инвалид 3-й группы? Страшно же, трудоинструктор и сама инвалид. Так она руку себе повредила в нетрезвом состоянии. Газета «Советская Татария» от 12.10.88 года. Письмо в редакцию. Я же хочу коснуться лишь одного вопроса. Обвинение меня автором статьи в том, что второй секретарь горкома КПСС С.А. в свое время определил в психоневрологический интернат свою тещу, бывшую учительницу, и, видимо, поэтому не дает пропасть его директору. Его директором был тогда не Д, а С. В настоящее время теща там не проживает, так как она скончалась более 20 лет назад, еще в начале 1976 года. Значит, и в 1976 году заведомо знали, что в психиатрическом интернате можно спрятать концы в воду и погубить любого справедливого человека. Это 12-й труп. Корреспондент АП, вставший на путь справедливости, и начинает выводить на чистую воду. От таких дельцов получает нарекания. Но я бы не назвал эту статью «Записки из мертвого дома». В течение 1,5 лет 10 трупов. Это фашистский Бухенвальд. Директор психиатрического интерната Д. до настоящего времени живет и здравствует директором и даже впрямую наносит угрозы Инне К., которая осмелилась вынести ссор из избы. С апреля месяца Инна К. и по сентябрь добивалась публикации данного материала. Опубликовали. Но радости мало. Ездила в Москву в Министерство здравоохранения. Там сказали: пишите записку. Из Москвы на место выезжала комиссия с Министерства социального обеспечения. За Инну К. выступили 2 медсестры. Одну уже директор уволил. Подбирает ключи к другой. Инна К. сейчас находится в тяжелом подавленном состоянии. Вот как справедливые люди страдают за правду. В газете «Советская Татария» от 29.11.88 года была напечатана повторная статья «Особые обстоятельства». Ко мне домой раза 3 прибегал порученец ГТС и, не застав меня дома, передал соседям просьбу как можно быстрее подать заявление на телефон, иначе, мол, будет поздно.
Теперь, как мне передали по большому секрету, в ГТС делают все возможное, чтобы телефона у меня никогда не было. Читаешь эту статью и удивляешься, как сильна круговая порука авантюристов, мошенников и жуликов с покровительством вышестоящего начальства. Даже осмеливаются выступать с компрометацией против настоящих улик статей корреспондента А.П. Заявление на телефон написано задним числом 1986 года. Заявление с опровержением статьи за подписью начальника ГТС, секретаря парткома, представителя профсоюза и представителя народного контроля. Вот какая комиссия, способствующая развитию жуликам и авантюристам, которые осуждены за взятничество на 3 года. Заместитель начальника ГТС, там же, где и работал, только рангом пониже, жулик и взяточник. А также у меня к вам убедительная просьба. За 17 лет творившегося беззакония и преступности местных властей у меня собран материал, подтверждающий документами. Сообщите, когда к вам можно приехать. В одиночку бороться невозможно. 04.12.1988 год. Что скажете, друзья? Это письмо действительно было написано человеком, который был в курсе всех вот этих событий, которые происходили на территории психбольницы. Ну, как вы заметили, там опять идет отсылка к политической теме. Это в самом начале написано. Вот эти все страшные события, мы так и поняли, что они происходят в этой больнице. И опять-таки политическая тема, психбольница. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь были политические заключенные. Именно. Там были политические заключенные. Вы знаете, как мы поняли, когда наложили мораторий на смертную казнь, вот этих списанных людей, а особенно с таким политическим прошлым, их отправляли вот в эту психбольницу, и дальнейшая их судьба нам неизвестна. Известно только то, что вот написал этот человек, что там творилось. И мы еще нашли одну записку, в которой говорится о том, что все-таки, видимо, они, вот эти врачи, персонал, пытали пациентов. Давайте посмотрим на эту записку. Николай Владимирович, зайди с кассетой магнитной. Сегодня, вторник или завтра. Пойдем к концу дня к С добиваться правды. Вот, казалось бы, простые слова, да? Но сколько страшного смысла в них. Тут, по-моему, ничего добавлять не надо. Мне кажется, так все понятно. В принципе, каждый сделает свой вывод. Да. Объяснение тут излишнее. Да, свое умозаключение. Угу. Ну а теперь мы перейдем к самому интересному разделу. То, что мы успели узнать за это время. Да, буквально на прошлой неделе. Смотрим, ребят. Смотрим. Мы приехали сегодня в наше, так сказать, легендарное место. Это психушка, где мы столько времени провели и столько сняли. К сожалению, сейчас очень много снега, и пройти туда не предоставляется возможным. Но мы нашли выход из положения. Для этого мы взяли дрон, сейчас его запустим и полетаем над психушкой, покажем вам эту территорию. Но есть плохая новость. Сейчас вы это увидите. Собственно, мы покажем это в записи. Короче говоря, вот подъезжаем сейчас к месту, где находится психушка, и видим там кран. По всей видимости, ее разбирают. И, скорее всего, этим летом ее уже не будет.
Но главное, что нам удалось ее отснять, ну, важные, скажем так, артефакты. Но хотя немного жаль. Ну что, друзья, полетели?
Итак, ребят, обратите внимание, дорогу узнаете? Но мы решили подъехать Да, все-таки мы к все-таки этой решили дорке. поближе. подъехать. Психушки, да. Вот корпус. Самый Первый. первый. Да. И вот смотрите, И здесь были ворота. Остатки этих ворот вот. здесь сделали дорогу, Да. снесли ворота. Там поставили новую какую-то эту, смотри. Так, вот, собственно, все Смотри, старые смотри. постройки. Вот пошла стройка. А вот там машина на территории. Да, да, но я это более подробно, мы это более подробно покажем. Кто-то выкупил территорию. Кто-то выкупил территорию. Вот Что тот здесь самый будет, кран. неизвестно. Корпуса есть. Спросить, Спросить. Можешь спросить. а у кого? Я не знаю. То есть они прям посередине, здесь как бы никаких строений не было. Ну я с камерой же не могу. Вот трансформаторную будку, кстати, поставили. Все как бы. Блин. Здесь никого нет. Как нет, вон кто-то Где? выезжает. Блин, ну да. Но стройка как бы еще идет. Спросить бы. А он рабочий. Где? Вон. А может, это у него спросить? Здравствуйте, мы хотели здесь арендовать какое-то здание, но ищем для аренды. Здесь ничего не сдается? Нет. А что здесь строят-то? А что строят? А, детский садик. Понятно. А под аренду ничего нет, да? Жалко. Ну ладно, спасибо. Ну, в общем, загадка века. Детский садик на территории Всё снимала? Ну, я туда снимала. Я уж его не Вы стала. слышали, друзья, да? Вы слышали это? Детский садик. Вот это вот был, я так понимаю, какой-то прораб. И вот, как слышали, мы сейчас спросили, нам сказали, что здесь будет детский садик. Друзья, честно, это какая-то... После психушки детский садик? Что? Вы серьезно? Ну ладно. Вот еще любопытные люди заехали. Девушки какие-то. А кто? Наверное, Наши воспитательницы. Будущие воспитатели. Сейчас все отстраивают заново, естественно. Молодые семьи, все дела. И решили построить, но не на такой же территории. Честно говоря, это мне кажется каким-то очень странным. Кошмар, здесь горка, лед, не забраться. Вот, посмотрите, здесь уже коттеджи Ну да, строят. Вот. здесь коттеджи. Если видно, я просто не совсем могу Кстати следить. говоря, их летом еще особо-то и не было, так фундаменты. Ну вот видите, уже отстроили. Ну, То есть все понятно, и знаете, мы просто вовремя успели сделать все эти свои исследования. Не знаю, что будет летом, снесут ли все эти здания, но уже к тому и идет. Потому что никто это оставлять, естественно, не будет. Во-первых, это опасно. Но если будет такая возможность, мы, наверное, все-таки попробуем пробраться. Если он Конечно. еще уцелеет, этот домик. Я думаю, что еще уцелеет, хотя бы какое-то время, пока вот конкретно там идет стройка. Мы ночью придем, обязательно ночью, потому что днем это вообще бесполезно. Со стороны поля, кстати, Странно. можно заехать. В общем, да, но это уже наши там проблемы. Короче, наверное, зайдем, да? Все-таки посмотрим. Если получится, друзья, если получится. Сейчас нет никакой гарантии. Но нам просто повезло, что мы смогли заехать сейчас вот на территорию и Узнать, выяснить, да, когда еще есть возможность. Да. Что? Детский садик? Странно. Очень странно. Нет, я, конечно, все прекрасно понимаю, но мне кажется, это не место для детского садика. Я тоже так считаю. Ну, я думаю, что ни один нормальный человек не повел бы своего ребенка, да и чужого тоже не повел бы в этот садик.
Как считаешь? По-моему, мой истерический смех был более красноречивее, чем я сейчас вам смогу об этом сказать. Да все что угодно, но не детский же садик. Именно. Нет, я, конечно, понимаю, на этом месте можно что-то построить, да и нужно. Согласна с тобой. В принципе, это место уже давно изжило себя. Да. Убрать это давным-давно пора. Это понятно. Ну, я не могу сообразить, как можно додуматься, чтобы построить детский сад. Ну, видимо, застройщикам абсолютно все равно. Да, пожалуйста, стройте вы что хотите. Я не знаю, торговый центр, автосалон, да все что угодно. Но не детский же садик. А вы как считаете? Пишите об этом в комментариях. Вы знаете, вообще, конечно, можно это подумать как бы с другой стороны. Может быть, дети, они как бы своей энергетикой позитивной и сгладят это место, сгладят ту энергетику, которая сейчас там творится. Ведь с другой стороны, если так вот подумать, то психически нездоровые люди, вот те умственно отсталые, они же тоже как дети, по сути. Может быть, они подружатся. Зная этот поселок, мы прекрасно знаем, что там очень много мест, где можно было бы построить детский садик, да? Вот скажи, там же много простора для этого. Да, Также поблизости. Эта территория, она быстро развивается, и, в принципе, ей полно мест, где можно построить. Мы уже это тоже, вдоль и поперек объездили. Да, это видно даже, в принципе, вот мы облетали когда территорию. Ну, не знаю. А им приспичило именно там, где просто творилось и творится дичь. Ну, видимо, застройщику все равно. Да, абсолютно. Нашему удивлению просто нет предела. Ну, поэтому я думаю, что стоит на этом остановиться. И а то мы так бесконечно можем на эту тему говорить, потому как, лично я не могу понять. Вот я лично этого точно понять не смогу. Чем руководствуются вот эти люди, которые строят там детский садик. Но будем надеяться, что этот человек, прораб, который нам эту информацию дал, просто пошутил. Да, это Бог. Да. По ходу нашего всего этого расследования мы много с кем общались, много с кем разговаривали на тему и психушки, и вообще этого места, где она находится. И вот буквально недавно мы узнали одну информацию, очень интересную информацию, где были похоронены некоторые пациенты, мусульмане. Давайте посмотрим, так как нам удалось найти эти кладбища и чуть-чуть там прогуляться. Итак, друзья, еще одна информация для вас, которую мы узнали буквально вот на днях. Но она очень важная и очень интересная. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, здесь новостройки, да? А вот левее вот от этих кранов, вот краны стоят, вот чуть-чуть левее, и вот там лесок начинается. Вот за этим лесом вот эта психбольница была. Буквально вот проезжаешь, сколько здесь? Ну, не знаю, с километр, наверное, да. Вот здесь такая дорога, но ее здесь тоже, вот видите, благоустраивают. Вот это маленькое небольшое кладбище. Ну, как маленькое? Ну, оно такое. Да, небольшое. В общем, нам рассказали, что вот именно на этих кладбищах... Сейчас попробуем зайти. Вот на этих кладбищах хоронили психбольных. Не всех, а только мусульман. Это мусульманское кладбище. Вот только где? Не знаю. Где хоронили православных? Об этом нам не сказали. Ну, кто нам сказал, об этом не знает. А вот мусульман здесь.
Тропинка, конечно, здесь есть. Не знаю, докуда она ведет. Так. Вы знаете, лучше, конечно, сюда будет прийти, когда уже не будет снега. Потому что в целом кладбище небольшое. Обойти его можно будет. Может быть, хотя бы примерно. Может быть, как раз до этого времени мы узнаем еще какую-нибудь информацию. Ну, просто хотя бы узнать, где примерно были захоронения. Просто бродя вот так вот сейчас, я не знаю, я даже вообще представления не имею. Нужно, думаю, искать самую старую часть кладбищ. Но мы еще постараемся узнать, уточнить, насколько это можно будет уточнить. Но здесь вообще не пройти. Смотрите, какие сугробы. Это ж... Да. Нет, здесь вот 19-й год. Это насколько я вот смогла только здесь увидеть. Здесь даже года сейчас не увидишь, потому что все занесено очень сильно. Видите, какие здесь тропинки? По пояс просто я иду. Мне по пояс просто. Вот сюда прокопали. Видимо, кому-то вот приходили. Это 12-й год. А больница закрыта. О, смотрите, какая лодка. Не лодка, уж корабль. А больница закрыта была в 11-м году. Ну, соответственно, нам вот где-то нужно искать где-то года, ну, до 11-го. Дальше кругом сугробы. Ну, в общем, друзья, вот минимальная информация. По крайней мере, мы нашли те самые кладбища, где хоронили вот этих вот пациентов. Ну что, пока, наверное, все. Хорошо, что мы проехали именно здесь, по этой дороге. Ну все, друзья, теперь точно выключаюсь. Едем делать аналитику. Ну, вот вы сами видели. Пройти там просто невозможно из-за того, что снега, ну, действительно, без преувеличения, по пояс. Конкретно, где захоронены пациенты, мы понятия не имеем, но я все-таки думаю, нужно будет туда сходить, когда растает снег ночью, и провести ЭГФ. Возможно, как мы уже убедились на случае с черепашницами, да, прошлое откликается. Еще хотелось бы добавить немножко про доктора. Какие-то такие моменты, на которые мы обратили внимание. Во-первых, его очень быстрая и порой неразборчивая речь. То есть он говорил просто постоянно и повторяющимися фразами. Плюс еще один момент, когда он беседовал с мамой, он постоянно ей делал замечания, мол, не надо мне по 10 раз одно и то же повторять, побереги свои силы. Хотя сам этим грешил. Ну, мы просто как бы не выкладываем всех этих аудиозаписей, их очень много, и они объемные. Да, мы просто говорим по факту, а то, что выкладывать это все, ну, это немножечко скучно будет, да, и бессмысленно. Бессмысленно, точно. И еще, ребят, на что обратите, пожалуйста, внимание. Кто-то из вас писал, что, возможно, его записывали, а не он сам. Нет, это в корне неправильное мнение. По одной простой причине. Он постоянно подходил и проверял, идет ли запись, и вас это ни капли не смутило. Просто на минуточку, каждый раз, когда вы будете прослушивать эти записи, еще раз возвращаться, просто себе немножко в голове откладывайте. Он это записывал.
никакой нормальный человек не будет этого делать. Под запись. Все свои деяния, так сказать. То есть для чего это? Да, то есть все, что он говорил, все, что он делал, он все это делал под запись. Для чего? Даже такой момент, посмотрев его, возможно, вы тоже подумали, какой хороший, все-таки заботливый сынуля, да? Но нет, это лишь картинка. Вот, например, опять-таки хочу сказать про этот ролик, когда он своей матери накладывал повязку с борной кислотой. Да? На глаза. На глаза, да. То есть он это не делал просто так, ой, мам, надо тебе там положить повязку, да, как бы вот все, положил. Нет, он это сделал под запись, потому что он, прежде чем положить, сделать, он это сказал. Я накладываю повязку с борной кислотой. То есть он это повторил и специально для записи, как бы сказать, специально для записи он уточнил, Да, что он делает и что он накладывает. Истинно по-врачебному-то, да? Да. Чисто как экспериментально. Я тоже не понимаю вообще некоторые его действия. То есть некоторые его действия абсолютно не поддаются ни логике, ни здравому смыслу. Он просто это делал как на автомате. Вот как он привык где-то в психушке там записывать, конспектировать, я не знаю, там анализировать. Вот он и по жизни был такой. Очень странный человек. Да, профессия просто, получается, наложила свой отпечаток на всю его последующую жизнь. И еще один момент. Когда мы нашли кипу этих бумаг и стали ее разбирать, мы нашли там фотографию. Сначала мы не поняли, чья это фотография, но когда мы нашли ксерокопию паспорта вот этого доктора с фотографией, мы сравнили его фотографию и фотографию женщины, которую мы нашли. Вот, посмотрите, мы это вставим. Вот, видите, эти две фотографии, они похожи друг на друга, поэтому мы сделали вывод, скорее всего, это фотография его матери. Фотография матери, скорее всего, когда она еще была помоложе. Угу. Но они действительно очень похожи, вот просто посмотрите. Я прекрасно понимаю, что ксерокопия не передает всех там подробностей, но все равно видно сходство. Очень, да, видно, Да. прям похоже. Еще раз один момент рассмотрим про адвокатуру. Хотелось бы сказать, что он этим занимался совершенно не зря. Потому что мы почему подумали, вывод напрашивается сам собой. Он просто себя как бы обелил. Убрал подстраховывался, да, убирал вот эту вот свою страшную историю, потому что о ней вообще ничего, никаких ни заметок, ничего нет, пустая страница, мы этого не знаем. Да. Вот это странно. Да, странно. Я не знаю, странно это нет, но это было его хобби. То есть он занимался очень многим. Он был и доктор, то есть психолог, он занимался психологией. Он изучал 7 или 6 лет, он сказал, изучал биологию, то есть занимался биологическими науками. Дальше вот адвокатура, да, юриспруденция. То есть он был всесторонне развит. Но конкретно, еще политику он изучал, НЛО, он там тоже как-то... Мы могли об этом забыть. Да, то есть очень много у него было спектров, которые его интересовали, но они какие-то все разные. Да, но они все переплетались. Но он их переплетал. Да. Уж не знаю, насколько они сами переплетались, но он их точно как-то делал так, что они у него оказывались вот в одном. В одной куче. Все замешаны во всем, да? Вот да. так как-то. Ну это же по записи можно было просто понять. Ну да. Такие вот странные записи. С такой карьерой просто бомба, да? Как можно это понять? Он умный мужик был, с такими связями. Очутиться у разбитого корыта в заброшенной психушке, в заброшенном домике. Я не знаю, друзья, делайте выводы сами, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, почему он оказался там, почему он оказался у разбитого корыта, практически в нищем положении, мы не знаем. Может быть, он прятался.
Может быть. Может быть, он реально влип в какую-то историю. Да. Потому что вел записи вот именно с этими шишками. Мгм. Ну, шишки, вы поняли, о чем я. Ну да. Они именно находили компроматы на этих вот шишек. И, наверное, тем самым подстраховывали себя. Но, видимо, все равно где-то был прокол. Не знаю, возможно. И еще один интересный момент. Мы же в прошлых выпусках хотели вам рассказать о том, что мы узнали, что это был он, когда мы встретились с ним в том самом 2015 году. Ну, Света об этом подробнее расскажет, потому что я как бы немножко не поучаствовала в этом процессе, меня увели просто вперед, и я даже всего вот этого вот разговора не слышала. Ну, Давай, да. рассказывай. Мы, ну, как мы уже говорили, что с друзьями пришли посмотреть на эту больничку. Да, на тот момент это был 15-й год, а закрылась она в 11-м году. Но слухи о том, что она заброшена, пошли вот только буквально годом раньше. Поэтому она была еще в таком достаточно хорошем состоянии. И там было больше артефактов, каких-то документов, чем, конечно же, сейчас. В тот момент мы были в одном помещении, где стоял чемодан с открытками, письмами. И слышим какие-то шаги и какой-то стук. Поворачиваемся и увидим, в окно идет мужик. Ну и мы, естественно, развернулись и стали выбегать из этого помещения. А он как бы вот так тоже растерялся, что мы резко там вышли, а потом пошел за нами, причем таким быстрым шагом, и стал орать. Просто что: вы что здесь делаете? Вы кто такие? Мы остановились, а вы вот вперед ушли. А мы втроем остановились. И он стал на нас тут кричать, вроде: вы что здесь делаете? Вы что здесь ищете? С такой прям претензией, таким угрожающим голосом на нас стал как бы наезжать. И поворачивается в мою сторону, такой показывает на меня и говорит: а тебя я вообще знаю, тебя я не первый раз здесь уже вижу. Хотя, друзья, я там была в первый, ну да, не в последний, но в первый раз. Это было первое мое посещение вот этой вот территории. Но откуда-то он меня, может быть, конечно, с кем-то перепутал, но тем не менее, вот так. Но мы на тот момент подумали, что это охранник, хотя тоже были какие-то сомнения, потому что видно было, что человек какой-то, ну, не в своем уме. И уже после, как мы уехали с территории, ну, то есть он кричал нам там что-то вдогонку, но мы все равно там побежали быстрее к своим машинам, сели и уехали. Вот. А потом просто уже между собой рассуждали, и мы подумали, что, скорее всего, это какой-то бывший, может быть, пациент этой больницы, хотя вряд ли. Но еще были такие, у нас была такая теория, что, возможно, это санитар. Ну, мало ли, да, ему жить там негде, и вот он живет в этом домике. Мы об этом как бы не знали, но просто вот были такие предположения. И вот спустя 5 лет мы вернулись в эту психушку и обнаружили записи, да, там вот кипу бумаг. И вот в этой кипе бумаг был вот этот лист, ксерокопия его паспорта, где была его фотография. И вот когда я увидела эту фотографию, вот честно, для меня это был просто какой-то шок. Я говорю: так это он, это же он, я же его вспомнила, я же помню его лицо. И тут на фотографии мы узнаем, что это был тот самый доктор. Друзья, ну вот это было, конечно, вот. А потом еще мы нашли эти очки, да, рядом висящие, в которых, собственно, он там и шел за нами. Вот. Но куда он делся, об этом история умалчивает. Мы этого не знаем, и этой информации нет. Хотя, ты же в интернете что-то нарыла? В интернете, да, я искала, просто ввела фамилию, имя, отчество. Насчет похоронен где-то он или не похоронен, нет такой информации, я это не нашла. То есть это под большим вопросом. Нашла единственное, то, что в 2004 году он открывал, ну, он был индивидуальным предпринимателем, то есть в Росреестре он есть. Еще открыл фирму в 2006 году, и вот эти фирмы, они ныне как бы все ликвидированы. Но есть одна фирма,
которую содержит, она до сих пор действует, содержит ее его сын. Его сын, да. Так как сейчас учредитель его сын, мы просто сами сделали такой вывод, возможно, его доктора уже нет в живых. Возможно, но это не точная Нет, информация. это не точно. Возможно, сын за ним ухаживает, он также может быть в каком-нибудь беспомощном состоянии. Как мы с вами знаем, здоровье у него было не очень. По состоянию домика, в котором он жил, мы поняли, что жил он там достаточно долго, потому что остались, помните, если кто не видел, пересмотрите 5-ю часть «Психушки», там остались даже какие-то его вещи, те же самые халаты, трико, ну и прочее, в общем-то. Просто мы по состоянию этого домика поняли, что покинут он был не так давно. Кстати, облетев на дроне вот эту вот всю территорию, мы обнаружили еще какие-то постройки, которые мы даже не посетили. Из-за того, что это все заросло, не было возможности увидеть, они достаточно далеко находятся. И я думаю, при возможности мы постараемся туда вернуться. Если будет такая возможность. Да, если будет такая возможность. Мы, конечно, гарантии 100% не даем, но очень постараемся. Возвращаясь к его домику, где он жил, вы сверху видели наверняка, что он достаточно большой, и, судя по всему, он был на несколько семей и на несколько работников. И вот мы сейчас вам поставим очень интересную запись, где, похоже, какой-то псих приходил к его соседям, работникам этой психбольницы. Давайте послушаем. Нет, живем по целому дней. Она приедет, она вас спросит, знает, что вы ее не видели. Значит, извините, пожалуйста, можно на секундочку? А? Нельзя? Значит, да, если сюда придет, значит, ей нельзя сюда прийти. А? Чего? Я спрашиваю, если Дарья сюда придет, ей нельзя сюда прийти, да? Дарья. Какая? А вы подумайте, какая? Сюда Дарья может прийти. Не понимаете, да? Да? Хорошо. Как было? Хорошо. Даже придет, мы тогда сдали просто. Ладно, извините, пожалуйста. Все, разговор окончен. Чего? Не понял. Не понял, что вы сказали? Ага. Ну ладно. Даже если вам ставят мозги в прома. Охуевшие. Не знаю. Вот такие странные действия он совершал. То кого-то подслушает, то кого-то запишет, то запишет сам себя. И да, нужно еще, наверное, заметить, что к нему приходила какая-то медсестра. Во-первых, когда у него была жива мать, она приходила, скорее всего, делать ей уколы, и он к ней подбивал клинья, как мне показалось. Но, знаете,
своеобразный флирт такой был. То он ей там предложит покормить ее, там чаем напоить, то книжку ей там какую-то дать почитать, то еще что-то. Давайте послушаем эту аудиозапись. У вас как в жизни время на чтение остается, нет? Любовь. Вот сейчас, именно в ближайшей окрестности. На чисто чтение уже нет. Вот у меня есть очень хороший боевик тут, современный, очень поучительный. Вас не заинтересует это? Да, боевики и не очень. Знаете, я тоже не очень, но этот боевик специфический, у него очень много практических сведений, очень полезных. И причем он написан на, хотя фантастически, но на базе, так сказать, очень правдоподобных событий настоящего времени. Но меня боевиком трудно подействовать, но мне понравился. Я его даже вот завел в себе, после того, как почитал. Потому что считаю полезным почитать каждому такие вещи. А так-то меня больше интересуют детективы. Я детективы частенько просматриваю помимо специальной литературы. А что вас интересует в литературе? Я больше художественная. Нет, а какую именно художественную? Классику или как? Исторические. Вот у меня тут есть старое издание Пушкина. Практически, ну, большая часть основных сочинений, смотрите, в каком виде, правда, растрепано, но зато издано до революции. Смотрите-ка. Вот. Я в детстве еще тут почитывал, очень было. Картинки тут старинные, старинного типа. Видите, смотрите, гравюры старинного типа. Да. Это вас не интересует? Я, в принципе, не в том смысле, что старинное оно, а исторические. Вы на тему об истории любите? Да. На тему об истории. Что-то есть тут историческое, сейчас подумаем. У вас тут где-то иголочки будут? Ну, у нас очень много чего делается. Вы знаете, сколько медицинской аппаратуры и биологической. Вот я встречался, я занимался биологией в Академии наук, да? Несколько, ну, по крайней мере, 7 лет я занимался биологией. Как наукой. И вот я встречался с аппаратурой, абсолютно непригодной, за которой получали при ее выпуске премию. Из-за чего? Она сделана прекрасно. Завод все изготовил прекрасно. А дурацкий, этот самый замысел, он, в принципе, обречен на неудачу. Вы понимаете, да? И вот что хочет делать, хочет зарабатывать его, изыскивая там возможности убирать лишний металл или там пластмассу, а хочешь выкидывай и все. Как вы успеете, поесть вы успеваете, вам может приготовить что-нибудь. Вот как вам, друзья, показалось, флиртовал он с ней или нет? Потому что у нас еще есть другие догадки. Вместе с тем, вот сейчас вы послушаете аудиозапись, его не интересовали женщины. Как же он так клюнул на нее, на такую сволочь? Коля, она, ну, представь, 20 лет назад, как она выглядела. Тогда я был тридцатник. Да? Соблазнился бабой. Конечно, и Амиров так и сказал. Мне лично так сказал Коль. Да? Я не хотел говорить, но он прямо лично так и сказал. Что ж, говорит, в университете не было. Да. Да там же полно нормальных В женщин. университете, он так и сказал. Неужели, говорит, в университете-то Да, уж у вас да. такое количество, тем более на Ах, вот. биофаке. Это она его где-то подцепила. Она его зацепила. Где-то подцепила она его. Ну, она его на сексе подцепила. Да. Она такая ненасытная, видимо. Ну вот эти бабы всегда этим берут. А они вот этим вот и держат мужиков нас. Ну нет, меня никогда этим не держали. Но мужиков держат. А теперь, ребят, давайте вместе с вами подведем некий итог. Он был определенно странным человеком. Очень странно. Первая его странность — это непонятная, неразборчивая, очень быстрая речь. Бесконечная какая-то. То есть он говорил, даже это было совершенно не разобрать порой. А давай вставим видео одно, где мы сравним его речь с речью маньяка. Отличная идея, кстати. Скажите, как вы выкапывали детей, да, из могил? Вот каких-то
понравившихся детей как происходило? Как правило, я спал на этой могиле, да, и смотрел, есть контакт или нет контакта. Сначала я выкапывал только тех, с которыми есть контакт, но потом я выкапывал абсолютно всех, которые, на могилах которых спал, чтобы разобраться, почему есть контакт, почему нет контакта, и, соответственно, приобрел, достаточно большой опыт в этом деле. Тех детей, которые мне нравились, я сушил, воскрешал, приносил к себе домой. Зачем вы это делали? Говорят, что вы хотели действительно ребенка, да? Да, я очень хотел ребенка, мне очень хотелось, чтобы была своя дочка, чтобы передать ей все те знания, которые у меня есть. У меня большая библиотека, вообще, очень хотелось. Но первое время, мне не давали родители, они думали, что я не справлюсь. Потом, видя, насколько я это хочу, родители мне разрешили, но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата. А я действительно никогда не стремился за деньгами, я всегда стремился, чтобы была польза и чтобы было интересно. У нас были свои праздники, то есть у нас был, свой внутренний, мир. Родители почти ничего этого не видели, а остальных людей я в этот мир не пускал. Как правило, родители уезжали в апреле и приезжали в октябре. И вот в это время, мы тут, занимались вот этим миром. Потом я этот мир сворачивал и начинал, то же самое описывать в литературных произведениях. Около 10 лет я занимаюсь изучением детской психологии, готовлюсь к воспитанию ребенка. И соответственно, кроме того, у меня есть опыт общения с живыми детьми на репетиторстве. То, что я бы делал бы с живыми детьми, то я делал с этими. Я и считал, что они живые, просто они временно мертвые. Что вы думаете на сей счет? Похоже же. Та же дикция. Еще есть общие черты, это огромный интерес к различным областям, к областям, связанным с наукой. Но вместе с тем женщины его мало интересовали, то есть личная жизнь у него была практически нулевая. Он всю свою, так сказать, вот эту энергию спускал в другое русло. Да, но именно в то русло, которое только он нам показал, информацию, которая осталась, но чем-то он занимался еще, Да. о чем мы не знаем, а можем только догадываться. И этот доктор навсегда для нас останется загадкой. Большой загадкой. Да, потому что мы не все его грани рассмотрели. А мы можем только судить о нем по этим аудиозаписям и записям, которые он вел. Все. Да. Это, мне кажется, всего лишь верхушка айсберга. А вы как думаете? Пишите в комментариях и давайте пообсуждаем эту тему, разберемся, может быть, кто-то из вас разбирается в психологии и сможет нам подсказать, что же это за человек был такой, доктор Новоселов. Ну что, друзья, вот и подошла к концу 6-я часть «Психушки». Мы очень надеемся, что вам она понравилась, потому что в эту часть мы вложили столько сил, столько было проделанной работы, как физической, так и моральной. Мы очень надеемся, что вы ее оцените. Пожалуйста, друзья, пишите в комментариях, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам всем большое за просмотр. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Мы вас всех очень любим. Всех обнимаем. И всем счастливо. И помните, вы у нас лучшие!